Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Продолжаю рассказывать о своей жизни в Испании. В Испании множество нелегалов, и они видны повсюду. Торгуют в центре города какими-то сумками, кроссовками, очками. У них такие разложенные скатерти-самобранки, и там свалены разные артефакты. В случае, если вдруг приближается полиция, то они просто дергают за веревки, которые по углам привязаны, завязывают эту скатерть-самобранку в узел и разбегаются в разные стороны. Испанцы хорошо наживаются на рабском труде нелегалов, которые за гроши работают в агросекторе, ухаживают за стариками, моют, драют, убирают. Годами, круглосуточно тягая стариков без оформления какого-либо трудового договора, понаехавшие к старости оказываются без пенсии и без средств к существованию и вынуждены жить на пособие по бездомности, которое сейчас в Испании составляет 430, ну, может быть, 500 евро. И, конечно, на эти деньги прожить невозможно. И вот пожилые люди ищут любые способы, чтобы заработать, потому что пособия не хватает на жизнь. И они опять идут подрабатывать сиделками. У одной из таких сиделок на работе вдруг потоком хлынула кровь из носа. Причем таким бурным потоком, что было кровь никак не остановить. Дочь пациентки просто вывела сиделку на улицу, дала ей полотенце приложить к носу, вывела сиделку на улицу, усадила истекающего кровью человека на лавочку и ушла, не вызвав даже скорую помощь. Хозяева беспокоились, чтобы власти не узнали, что у них работает сиделка без договора. Прохожие вызвали скорую и сиделку откачали. Ей 79 лет, и она присматривает за пожилой испанской сеньорой, у которой деменция, которую нельзя ни на минуту оставить без присмотра. Она живет в квартире у этой сеньоры и может уйти по своим делам лишь в воскресенье с утра, а к вечеру она должна опять вернуться на работу. За такой труд ей платят всего лишь навсего 500 евро в месяц. И еще 200 евро дают на еду, которую она должна купить и для себя, и для сеньоры. Что в современной Испании это тоже 200 евро на двоих просто ни о чем. Поэтому испанцев очень устраивает наличие нелегала в стране. Дети сбросились по 100 евро и, пожалуйста, обеспечили матери круглосуточный уход, персональную сиделку. Конечно, им это выгодно, рабский труд. А что агросектор? Там, кстати, работают не только нелегалы, но и люди, которые по каким-либо причинам не способны к другой работе. Представляете, сколько платят сборщику апельсинов, если в сезон сетку апельсинов 10 килограммов продают за 5 евро? Разумеется, люди работают без оформления трудовых отношений, платят сдельно, наличными. Апельсины собираются сначала в ящики, потом эти тяжеленные ящики нужно поднять на грузовик. За день работы получи 20 евро и будь доволен, иначе завтра ты лишишься и этого заработка. Разумеется, оплата наличными, никаких социальных отчислений не делается, никакие налоги не платятся, страховки от несчастного случая на работе нет. У меня знакомые, назовем их Адам и Ева, они поработали на сборе апельсинов. Адам свалился с дерева, повредил руку, потерял трудоспособность и, разумеется, никакого оплачиваемого больничного нет. Ева поработала неделю на сборе апельсинов и решила, что ее российской пенсии 100 евро на вино ей хватит, а харчишки они будут собирать по благотворительным пунктам.
Одно время они стали приходить к закрытию гриль-бара, когда владелец бара раздавал оставшуюся еду голодающим. И они забирали эту курицу гриль с картошкой, у них закуска готова, вино купили, день удался. И сначала эту еду хозяин выдавал им без их вопросов, а потом вдруг заинтересовался. Сеньора, у вас цветущий вид, у вас хороший загар, вы одеты лучше меня, у вас телефоны лучше моих. Почему я должен вас кормить? Этот демарш ресторатора парочке не понравился, хотя, по-моему, они еще приходили пару раз за гриль курицей. Но потом они стали ходить на обеды в благотворительные организации. И там они начинали пускать пузыри, сопли, рассказывать о трудном детстве и о тяжелом наследии путинского режима. Новая партия старушек? Это сироты. Угу. Дети Поволжья. Тяжелое наследие царского режима? Типа как политические беженцы. Но на самом деле они просто алкаши. В Тревехе существует несколько пунктов раздачи еды нуждающимся. И вот бывшие жители СНГ нашли себе занятия. С утра они обходят благотворительные организации, собирают еду и жалуются, что паёк скуднеет из-за всяких там понаехавших марокканцев и даже украинцев, понаехали там. Вот они собирают всю еду, надо им, не надо, собирают эти тележки, привозят домой, а потом можно целый день лежать на пляже, посасывая вино, а вечером у них обязательная программа – пьяная драка. Он ее молотит, она верещит, соседи вызывают полицию. Полиция приезжает, у Евы вся морда в крови, нос на бок, в доме все перевернуто, но заявление писать она отказывается. Я люблю его. И так было неоднократно. Вечером Ева обзванивает знакомых. Хочу попрощаться. Он меня убьет. А утром у них опять солнце, вино, любовь, морковь и все. Может спросить, а как же они оплачивали жилье, не имея средств к существованию? Испания – это страна чудес. Иногда это просто страна перверсия. Государство, не желая вкладываться в социальные программы, переложило бремя заботы о неимущих на плечи работающих и имущих граждан. Образовалось явление оккупас, когда занимается пустующая квартира, и выселить непрошенных гостей можно только через суд, который может длиться годами. И все это время собственник жилья должен оплачивать все коммунальные расходы. Он не может отрезать ни воду, ни электричество, иначе он сам попадет под суд, так как мешает людям жить. Квартиры могут заниматься просто пустующие, а также может арендатор прекратить платить аренду, и тоже выселить его можно только через суд. Арендатор прекращает платить аренду, ссылаясь на непредвиденные временные трудности, и арендодатель вынужден обращаться в суд, чтобы получить решение о выселении неплательщиков. Выселение Адама и Евы заняло около 9 месяцев. Они сняли квартиру, заплатили за 2 месяца и прожили без малого год, пока их не выселили. После себя они оставили, конечно,
полностью разрушенную квартиру. Это обычное дело, когда оккупасы, либо маргинальные такие арендаторы, после себя оставляют руины. Они вырывают все, что можно вырвать, и продать. Абсолютно все, до последнего гвоздя вырвут. Ну и, конечно, с них взятки гладкие. Никто им никакого ущерба, возмещения ущерба приписать не может. Все убытки остаются хозяину. Так что здесь много всяких удивительных вещей в Испании, но это другая история. Об этом поговорим в другой раз. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!